Срочные новости. Всего через несколько часов после незабываемого концерта в Нью-Йорке в социальных сетях начали распространяться шокирующие сообщения. В них утверждалось, что Ким Тэ-хён, более известный как Ви, попал в небольшую автомобильную аварию недалеко от своего отеля после того, как, по сообщениям, другой автомобиль врезался в его машину сзади. Свидетели говорят, что Тэ-хён спокойно вернулся в отель самостоятельно и, к счастью, не пострадал. Но то, что произошло дальше, заставило фанатов BTS ARMY обсуждать это. Фанаты считают, что Чингук отреагировал мгновенно, так как никто не ожидал, вызвав волну эмоций в интернете. Была ли это просто обеспокоенность между участниками группы? Или за его действиями стояло нечто гораздо более глубокое? Оставайтесь с нами до конца, потому что полная история и подробности мгновенной реакции Чингука могут вас удивить. Часы после незабываемого выступления BTS в Нью-Йорке должны были быть наполнены празднованием, незабываемыми моментами с фанатами и бесчисленными воспоминаниями, которыми делились в социальных сетях. Вместо этого онлайн-дискуссия внезапно изменилась после того, как начали распространяться сообщения о том, что Ким Тэ-хён, известный во всем мире как Ви, якобы попал в небольшую дорожную аварию недалеко от своего отеля. Согласно первым сообщениям, другой автомобиль якобы врезался в заднюю часть машины, в которой ехал Тэ-хён. В сообщениях также утверждалось, что он благополучно покинул автомобиль и пешком вернулся в отель без видимых травм. Хотя инцидент был описан как незначительный, новость распространилась с невероятной скоростью. В течение нескольких минут социальные сети были наводнены постами обеспокоенных фанатов, пытавшихся понять, что именно произошло. Многие искали достоверную информацию, в то время как другие призывали всех сохранять спокойствие и ждать официального подтверждения, а не полагаться на предположения. Тот факт, что сообщения указывали на то, что Тэ-хён не пострадал, принес облегчение бесчисленным фанатам по всему миру. Тем не менее, внезапность новости напомнила многим членам ARMY, как быстро обычный вечер может превратиться в эмоциональный, когда дело касается человека, которым они глубоко восхищаются. Беспокойство касалось не только самого инцидента, но и эмоционального воздействия, которое могут оказать такие неожиданные ситуации после изнурительного концертного графика. По мере распространения истории внимание, естественно, переключилось на людей, наиболее близких к Тэ-хёну. Фанаты начали задаваться вопросом, как могли бы отреагировать другие участники BTS, услышав эти сообщения. Поскольку никаких подтвержденных сообщений, описывающих их личные реакции, не было опубликовано, онлайн-дискуссии быстро заполнили этот информационный пробел теориями и предположениями. Сторонники неоднократно подчеркивали, что независимо от спекуляций, участники группы неизменно проявляли искреннюю заботу друг о друге на протяжении всех лет совместной работы. В этих обсуждениях имя Чингука часто упоминалось в фан-сообществах. Во многих постах выражалась надежда, что все в группе уже узнали, что Тэ-хён, по сообщениям, в безопасности. Однако, несмотря на огромный объем онлайн-обсуждений, не было ни одного подтвержденного публичного сообщения, подтверждающего какие-либо конкретные действия, предпринятые Чингуком в ответ на сообщение об инциденте. Для многих фанатов просто знание того, что Тэ-хён, по сообщениям, не пострадал, оставалось самой важной частью истории. Эмоциональная реакция фанатов еще раз продемонстрировала, насколько внимательно миллионы людей следят за каждым обновлением, касающимся BTS. То, что изначально казалось кратким сообщением, быстро стало одной из самых обсуждаемых тем дня, не из-за подтвержденных драматических событий, а из-за искренней привязанности и беспокойства людей о благополучии Тэ-хёна. По мере появления новой информации, многие фанаты продолжают ждать официальных обновлений, а не делать выводы на основе неполных сообщений. До тех пор главный вывод остается неизменным. Имеющиеся сообщения указывают на то, что Тэ-хён не получил травм, и поклонники по всему миру надеются, что он сможет отдохнуть, восстановиться после напряженного графика и безопасно продолжить свою деятельность. С течением времени онлайн-дискуссия продолжала развиваться. Каждый новый пост, каждая размытая фотография и каждое анонимное заявление изучались фанатами, стремящимися отделить факты от слухов. Некоторые аккаунты настаивали на том, что видели дополнительные подробности, в
в то время как другие напоминали всем, что неполная информация часто распространяется быстрее, чем проверенные новости. Сама неопределенность стала частью истории, подпитывая миллионы дискуссий в фан-сообществах по всему миру. Для многих давних членов ERMY этот инцидент стал еще одним напоминанием о напряженном графике, который участники BTS продолжают совмещать. Международные поездки, репетиции, выступления, появления в СМИ и ночные перемещения между площадками оставляют очень мало места для отдыха. Даже когда сообщается о незначительном инциденте, он, естественно, привлекает огромное внимание, потому что фанаты очень заботятся о безопасности участников. Больше всего в этот день запомнилась огромная волна поддержки, направленная в адрес Тэхёна. Сообщения с пожеланиями ему скорейшего выздоровления. Число слухов быстро перевесило число предположений, и фанаты призывали друг друга терпеливо ждать достоверной информации. На различных платформах тон постепенно менялся от страха к облегчению, поскольку сообщения неизменно указывали на то, что Тэхён не получил никаких травм. В то же время многие продолжали спрашивать, слышали ли остальные участники BTS об этих сообщениях. Хотя официального подтверждения частных разговоров между участниками не было, их давняя история взаимной поддержки заставила многих фанатов поверить, что они, естественно, будут интересоваться самочувствием друг друга в неожиданных ситуациях. Тем не менее, эти предположения остаются лишь предположениями, и ни один подтвержденный источник не подтвердил, как кто-либо из участников отреагировал за кулисами. Инцидент также вызвал более широкую дискуссию о конфиденциальности и безопасности знаменитостей. Фанаты отметили, как быстро обычная поездка в отель может стать международной новостью, когда в дело вовлечена одна из крупнейших мировых звезд. Другие выразили надежду, что внимание, окружающее сообщение, не затмит позитивные воспоминания, созданные во время самого концерта, который всего несколько часов назад собрал тысячи фанатов. Пока все ждали дополнительной информации, становилось все яснее одно: сообщенный инцидент приобрел гораздо больший масштаб, чем само событие. Он отражал необычайный уровень заботы миллионов людей о Тэхёне и остальных участниках BTS. До тех пор, пока официальные обновления не прояснят ситуацию, поклонники продолжают сосредотачиваться на самой обнадеживающей детали, о которой сообщалось до сих пор, на том, что Тэхён смог благополучно уйти, что дает фанатам по всему миру повод немного вздохнуть с облегчением, надеясь на полную ясность в ближайшие часы. К следующему утру атмосфера вокруг сообщений заметно успокоилась. Первоначальный шок, охвативший социальные сети, постепенно сменился осторожным размышлением, поскольку все больше фанатов призывали друг друга полагаться на достоверные обновления, а не на быстро распространяющиеся слухи. Разговор больше не был сосредоточен на драматических спекуляциях, а на благодарности за то, что имеющиеся сообщения неизменно указывали на то, что Тэхён не пострадал. Тем не менее, инцидент подчеркнул, насколько пристально следят за каждым движением BTS по всему миру. Обычная поездка обратно в отель при неожиданных обстоятельствах быстро стала международной темой из-за огромного глобального внимания к группе. Это также продемонстрировало, как быстро может распространяться неполная информация, прежде чем официальное заявление успеет прояснить ситуацию. Поклонники продолжали делиться ободряющими сообщениями, выражая надежду, что Тэхён сможет отдохнуть после и без того напряженного графика репетиций, поездок и выступлений. Многие размышляли о давлении, которое сопровождает жизнь в центре внимания, где даже незначительный инцидент может за считанные минуты стать главной новостью. Эти разговоры постепенно сместили акцент с предположений на благодарность за безопасность и благополучие артиста. Хотя фанаты, естественно, задавались вопросом, как могли чувствовать себя другие участники BTS после этих сообщений, никакой подтвержденной информации о каких-либо частных разговорах или немедленных реакциях не было. Из уважения к их частной жизни эти моменты остаются неизвестными. Однако очевидно, что мировое фан-сообщество оказало замечательную поддержку, для которого безопасность Тэхёна была первостепенной задачей, а не сенсационные заявления. По мере того, как внимание постепенно возвращалось к недавним выступлениям BTS и их будущей деятельности, этот инцидент оставался напоминанием о том, насколько непредсказуемой может быть жизнь в мировом турне.
Долгие перелеты, переполненные городские улицы и постоянное внимание общественности создают ситуации, когда даже незначительные события привлекают необычайный интерес. Для фанатов наибольшее облегчение принесли сообщения о том, что Тэхён смог благополучно покинуть место происшествия. Пока не появится официальное заявление с дополнительными подробностями, история остается простой по своей сути. В сообщениях описывался незначительный инцидент, указывалось, что Тэхён не пострадал, и миллионы фанатов по всему миру отреагировали с беспокойством, поддержкой и надеждой, что следующие заголовки о BTS снова будут посвящены их музыке, выступлениям и моментам, которые объединяют людей, а не неожиданным инцидентам. По мере того, как обсуждения постепенно утихали, многие наблюдатели отмечали, что самая важная часть истории оставалась неизменной с самого начала. Имеющиеся сообщения указывали на то, что Тэхён в безопасности, и эта единственная деталь принесла чувство облегчения бесчисленным фанатам, которые часами обновляли свои ленты в поисках достоверной информации. В цифровом мире, где слухи часто распространяются быстрее, чем подтвержденные обновления, терпение стало столь же важным, как и любопытство. Инцидент также напомнил фанатам об необычайном уровне внимания, окружающего BTS, куда бы они ни пошли. Каждое прибытие, каждое отправление и каждое движение, хотя за крупным городом наблюдают тысячи людей лично и миллионы онлайн, в таких обстоятельствах даже относительно незначительное событие может быстро стать центром глобального обсуждения еще до того, как станут известны все факты. Многие фанаты размышляли о том, насколько напряженным был график группы в последние недели. Международные поездки, выступления, репетиции и публичные появления требуют постоянного движения и долгих часов работы, поэтому безопасность является важной проблемой для всех участников. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на драматических теориях, все большее число поклонников предпочитали отправлять позитивные сообщения и выражать надежду на то, что Тэхён сможет насладиться заслуженным отдыхом после напряженного графика. Онлайн-реакция также продемонстрировала другую сторону сообщества BTS. Вместо того, чтобы позволить страху доминировать в разговоре, многие призывали других проверять информацию, прежде чем делиться ею. Они напоминали другим фанатам, что защита артистов также означает предотвращение распространения неподтвержденных заявлений, которые могут вызвать ненужную тревогу как у участников, так и у их поклонников. На данный момент нет подтвержденных сообщений, описывающих какие-либо частные разговоры между участниками BTS после инцидента. Эти моменты остаются личными, если только сами участники не решат поделиться ими публично. До тех пор имеющаяся информация указывала на обнадеживающий вывод: сообщенный инцидент был незначительным, и Тэхён, как сообщается, не пострадал. С этим заверением внимание постепенно переключилось на то, чего фанаты всегда ждали больше всего – музыку, выступления и путешествия, которым BTS продолжают делиться с миллионами людей по всему миру. Хотя неожиданные сообщения на короткое время затмили ажиотаж вокруг концерта, в конечном итоге они послужили напоминанием о том, что за мировым успехом стоят 7 артистов, чье благополучие очень важно для их поклонников. Пока все ждут дальнейших обновлений и предстоящих мероприятий, поклонники продолжают надеяться, что следующая глава будет определяться не неожиданными заголовками, а запоминающимися выступлениями и позитивными моментами, которые снова объединят ИРМУАЙ по всему миру. Глубокой ночью, когда адреналин исторического концерта едва начал спадать, внезапная тишина в интернете была нарушена оглушительным цифровым криком. Как будто коллективное сердце миллионов внезапно перестало биться. Экраны освещали темные спальни по всему миру, отбрасывая длинные, тревожные тени на лица фанатов, парализованных мелькающими, безжалостными заголовками. Каждая секунда, прошедшая без официального подтверждения, казалась мучительной вечностью, застывшей во льду. Для фандома, дышащего рядом со своими кумирами, ужас неизвестности был удушающим. Это было не просто мимолетное сообщение, это была ужасающая трещина в самом фундаменте их вселенной, грозящая разрушить их мир. За тщательно охраняемыми дверями их роскошного отеля шепот рисовал еще более душераздирающую картину лихорадочных мгновений после катастрофы.
Слухи описывали сцену абсолютной, удушающей паники, утверждая, что в тот самый момент, когда новость дошла до Чонгука, мир вокруг него полностью замер. Фанаты живо представляли, как он бросает все, забывая в одно мгновение о сокрушительной усталости после изнурительного 3-часового выступления, и отчаянный, задыхающийся рывок разносится по тихим, бархатным коридорам. Мучительная мысль о том, что его Хён, тот самый брат, с которым он вырос и разделил все трудности, находится в серьезной опасности, как сообщается, разрушила его тщательно поддерживаемое самообладание. Это было глубокое, откровенное напоминание о том, что под сверкающей, непобедимой броней мировой суперзвезды они были яростно защищающими друг друга членами семьи, которые боялись хрупкой природы жизни. Когда наконец наступил рассвет и абсолютное спокойствие за безопасность Тэхёна захлестнуло дрожащий мир, эмоциональные шлюзы резко распахнулись. Слезы глубокого облегчения сменили мучительный страх, который душил фанатов в течение нескольких часов, изливаясь миллионами искренних сообщений в интернете. Это был прекрасный, всепоглощающий катарсис, преодолевший границы и языковые барьеры, оставивший фанатов физически измотанными, но духовно связанными сильнее, чем когда-либо прежде. Это мучительное испытание сорвало с себя отполированную оболочку индустрии развлечений, обнажив необузданную, кровоточащую преданность, свидетельство того, что любовь Ияра Эмуай к этим 7 мужчинам выходит далеко за рамки музыки. Они заглянули в ужасающую бездну самых невероятных, что если, и, благополучно выбравшись на другую сторону, поклялись яростно защищать Тэхёна и остальных участников, связанные любовью, выкованной в пламени их самых темных страхов. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак уважения к их любви. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано для представленная информация, носит исключительно развлекательный характер и не является подтвержденными фактами.